Я уже 4 года наблюдаю за дрифтом и как участник в зимнем чемпионате Winter Drift Battle, и как споттер в чемпионате RDS GP. И мне стало интересно разобраться, почему же одни побеждают чаще, чем другие, а некоторые не побеждают совсем. Сразу оговорюсь, что если вы увлечены дрифтом на любительском уровне и вам просто нравится немножко кататься боком и дымить шинами, скорее всего, эта информация вам будет неинтересна. Но если вы действительно хотите расти и достичь результата, возможно, вам будет интересно, что об этом думаю я и мои товарищи. На самом деле факторов победы не такое уж огромное количество, они ограничены. И самое первое и важное — это ваш инструмент, то бишь автомобиль, через который пилот, собственно, и показывает, какой он на самом деле есть. Инструмент должен быть качественным, надежным и точным. Ведь представьте, никакой хирург, даже самый талантливый, тупым скальпелем не сможет вам сделать идеальный надрез, у вас просто останутся рубцы на всю жизнь. Поэтому нельзя понимать это как я возьму любую машину, на ней как-то поеду и чему-то научусь, кого-то смогу побеждать. Нет, к сожалению, так это не работает. Особенно если это какой-то серьезный чемпионат вроде Winter Drift Battle или серьезные летние серии. Автомобиль должен быть комфортным во всех условиях, он должен позволять делать все, что нужно для того, чтобы он не разворачивался, чтобы он контролировался, чтобы все агрегаты были исправны и он просто мог долго ездить. То есть машина должна действовать не один заезд, а достаточно много. И всегда машину нужно настраивать так, чтобы она позволяла делать больше, чем вы хотите в моменте, чтобы у вас всегда был какой-то запас, небольшой сейф, для того, чтобы в какой-то ситуации когда-то он, может быть, и понадобится, а его может не хватить. Самый часто задаваемый вопрос: как победить в дрифте? И не является ответом здесь хорошо ездить. То есть много очень ребят хорошо ездят. То есть понятно, что параметр этот в дрифте, он очень условный, но ярких ребят, хорошо выступающих, действительно много. Не все из них побеждают. А все потому, что, скорее всего, потому что я скажу на своем примере, у них размазанная очень цель. Победить кого, чего, где, в каких соревнованиях. Вот хочу победить. Я когда начинал, у меня цель была очень понятная и осознанная, у меня с этого вся карьера началась. У меня была желтая машина с очень крутым пилотом, и мне нужно было обязательно этого крутого пилота победить. С этого все началось, с этого начался наш видеомузыкальный блог с Толей Зарубиным, и мы к этой цели шли. И когда эта цель случилась, оно произошло, дальше внезапно подвернулась цель Японии. И вот в Японию мы поехали, тоже страдали, умирали там, но в итоге тоже победили. И сейчас для меня цель, вот я с этой проблемой тоже сейчас сталкиваюсь, то есть кого побеждать? Чевчана побеждать еще, как будто мы это уже проходили, и это уже не ново и не остро. Стать чемпионом RDS GP классно звучит, но, наверное, стать чемпионом мира или стать лучшим дрифтером в мире. Причем вот стать лучшим дрифтером в мире непонятно по каким параметрам можно. То есть выиграть все мировые чемпионаты, вот их сейчас хороших 4, это RDS, начну с него специально, потому что это родной наш российский чемпионат, это Формула Дрифт, это Drift Masters GP, это D1 GP. Еще подтягивается Формула Дрифт Japan, всякий ирландский чемпионат очень сильный, кстати, вот 4 таких конкретных столпа дрифта, это вот, которые я назвал. Наверное, выиграть во всех в них, либо мы сейчас все-таки финально признаем, что FIA IDC это чемпионат мира, хотя чтобы ему быть чемпионатом мира, ему нужно по миру реально проехать, как это делает WRC или это делает Формула-1, чтобы в нем везде ехали сквозные какие-то участники, и к ним еще с каждой стороны кто-то присоединялся. Наверное, такой формат. В общем, тут для меня не определено, но ответом на вопрос, как победить в дрифте, выберите себе конкретную цель и следуйте за ней. Вот. Если вы хотите не проиграть ни одного парного заезда, это крутая цель. Поставьте ее себе, скажите: я такой гонщик, который выигрывает все квалификации, если у него не ломается Z-ка, и выигрывает все парные заезды. Неплохая цель, она вам поможет приблизиться, потому что если вы вдруг проиграли, значит стали дальше от своей цели, работаете над ошибками и так далее. Как только цель размазана, неконкретная, нестабильна, победы не видать, как бы хорошо вы ни рулили. Слушай, победить в дрифте на самом деле непросто, особенно в зимнем. Наверное, нужно начинать со своего понимания, да, как собрать правильную машину, но опять же, правильную машину собрать нужно исходя из твоего понимания, как правильно нужно ехать, как
сохранять темп, совмещая это все с дрифтом. Вот. Делать синхронные перекладки, где-то может прибрать угол, подъехать, потом добавить. Вот с этим всем нужно подходить к постройке автомобиля, делать его супер комфортным, чтобы ты мог вот эти тонкие движения делать, добавление угла, чтобы ты в какой-нибудь момент такой очень тонкий не мог потерять темп, допустим, зауглилась она у тебя из-за того, что у тебя там подвеска, ну или руль тяжеловатый, да, там. Вот эти все моменты нужно складывать, и тогда есть шанс, что ты заберешься на тумбочку. Вот. Очень тщательно нужно разбираться с давлением, потому что покрытие тоже постоянно меняется. То есть с утра его подливают, точнее вечером подливают, он застывает с утра очень скользко. Вот. Ты должен понимать, когда ты будешь выезжать на лед, какое будет покрытие, раскатанное или не раскатанное, подбирать под это давление, смотреть, какая скорость там на разгоне, там, точку постановки. То есть вот эти все факторы нужно складывать, и тогда... причем к этому еще нужно подойти спокойно, то есть обдуманно, вот, делать все точные движения, и тогда есть шанс, что ты попадешь на тумбочку. Для того, чтобы победить либо выиграть, нужен, во-первых, духовный настрой, нужна удача, нужен успех, и чтобы техника не ломалась, понимаешь, как бы. Я очень много времени уделяю автомобильной настройке. Что это значит? Это, во-первых, как бы давление в покрышке самое главное, во-вторых, в дрифте это амортизация, в-третьих, это колея, кольей нужно заниматься и передом, и задом, машину нужно искать баланс. В-четвертых, это, конечно, правильная сошка, правильная геометрия подвески, и пилот должен сам ощущать, по своим ощущениям, должен настроить автомобиль так, чтобы ему нравилось, понимаешь, и чтобы ее не спинило, она ехала везде в газ, там, понимаешь, то есть если ты самый успех в том, что если ты по льду нажал газ раньше на 2 секунды первого оппонента, то ты в дамках, понимаешь, ты в дамках находишься однозначно, понимаешь, для того, чтобы это делать, машина должна соответствовать, и пилот должен чувствовать, солнце посветило на постановку, шпильки там солнце светит, понимаешь, редукцию подобрать, давление подобрать, догрузиться может быть чем-то, понимаешь, еще там какими-то вот такими нюансами в целом этот баланс ты ищешь и находишь его, и справляешься с ним. Проиграл, допустим, где-нибудь топ-16, либо в топ-8, или вообще в топ-32, либо вообще квалу не прошел. И ты начинаешь анализировать, почему так произошло, да. Либо это в машине проблема была, либо ты где-то ошибся. Вот. Если в машине проблема была, ты это должен 100% устранить к следующему этапу. Вот. Либо ты ошибся где-то, тоже должен в тренировках удалить этот момент. Вот. И в следующий этап ты можешь другую ошибку совершить. И либо машина в другом месте, у нее что-то плохо работает. Вот. И ты опять устраняешь это. То есть у меня в этом году, допустим, точнее в прошлом году я вообще ездил, ни разу на тумбу не заехал. И в этом году еще ездил, только на 4-м этапе я заехал на 2-е место. И все это время я занимался машиной, занимался машиной, что-то переделывал. Вот. И еще на тренировках над собой еще работал. И сейчас вот у меня реально внутреннее ощущение, что есть такая возможность заехать на тумбу. Вот. Спустя, допустим, 1,5 года вот соревнований. Что, цепляк есть? Дай канал гляну. Мне что-то сильно скользко, мне кажется, и по разгону, и по зацепу, особенно в первой дуге, там, блядь, накидали снега до А перед? Ну, перед вроде более-менее, 2,7 у меня там. Сколько? 2,7. Нужно быть работоспособным. То есть ленивым жопам здесь точно не место. Вы столкнетесь с кучей проблем. И это кажется, что у них есть бабки, все вопросы решаются. Не решаются все вопросы, потому что это гребаный кастомайзинг, потому что это сложные высокомощные машины, которые сами себя разрушают. Это не какой-то TCR, допустим, или вот Mercedes GT4, который позади меня находится, которым построен заводом. Они все одинаковые, они достаточно стабильно при правильной эксплуатации едут.
мощная тысячесильная машина, она, естественно, сама себя разрушает. И если моторы можно построить надежными, то все вокруг мотора, оно, естественно, при такой энерговооруженности разрушается. И никогда не знаешь, когда оно разрушится. Ты можешь ехать все тесты большим красавчиком, сжечь 100 колес в четверг и 200 в пятницу, и перед квалой у тебя отпадет какой-то болтик важный, который просто открутился от вибраций, который ты даже не знаешь, где находится. И это так работает, это моторспорт. Более того, любые инженерные усложнения — это всегда высококвалифицированные специалисты, которых в России пока немного. У нас короткая автоспортивная история. У нас нет множества гаражей, как это, допустим, есть в Японии или, упаси боже, в Америке, вот, где ты можешь обратиться к многим, и там ты найдешь какого-нибудь деда, который еще в 40-е там годы ехал на СКАР, и он все знает про V8. Здесь, извините, такого нет. Карбюраторщики у нас такие нет, они к автоспорту есть, они к автоспорту не относятся. Вот, поэтому Россия автоспортивно молодая страна, и много вам придется делать самому, изучать самому, но благо есть доступ в интернет, все доступно, все мануалы там есть, и часто все ошибки происходят от того, что люди просто не читают интернет, точнее читают в интернете не то, что нужно. Ходят по развлекательным сайтам, время на это тратят, а потом, когда нужно почитать мануал, допустим, как подключать сухой картер, они... Так вот же, шланги втыкают, оно не работает. Поэтому... Такое дело. Ну и плюс бабки. Но бабки вопрос решаемый. На самом деле, наверное, не самый страшный для активного молодого человека, кто действительно шевелится в целом по жизни. Вот. И там, где-то есть обязательно заинтересованные люди, которым это точно будет интересно. Просто нужно установить с ними контакт, даже если вы сам не крупный бизнесмен, и вы не можете на это бабок выделить, поищите тех ребят, которым это будет интересно. Я думаю, что вы их найдете при 100-й попытке точно. 100 попыток — это немного. Дрифт — это дисциплина максимально сложная психологически. И здесь все просто. У тебя есть 30 секунд для того, чтобы либо получить преимущество, либо моментально проиграть. Другие виды автоспорта все-таки позволяют немножечко больше времени провести за рулем без ожидания какого-то мгновенного результата. В кольце можно, в принципе, всю гонку проехать, получить все то же удовольствие, как и любой другой пилот, но только ты на месте будешь не на первом, а на каком-нибудь 6-7. И за счет этого, в принципе, мировая автоспортивная индустрия и существует, потому что есть бизнес-драйверы, которые не стараются быть супер крутыми гонщиками, они просто хотят ездить на классной тачке, по классной трассе, в хорошей компании. Но с дрифтом это, к сожалению, не работает, потому что здесь очень сложно победить и очень легко проиграть. Чтобы укоротить путь достижения каких-то целей в зимнем, допустим, дрифте, нужно получить автомобиль от хорошего пилота, который тебе даст возможность просто его подкорректировать под себя, вот, но при этом он уже хорошо управляется, имеет темп хороший и все тому подобное. Вот. И, конечно же, очень, наверное, много обдуманно тренироваться. Причем, наверное, больше парно и не парно, просто одному. Просто тренироваться и смотреть проезды свои. То есть тебя должны снимать, либо что-то подсказывать тебе. Споттер должен быть. Либо вот как Женя, допустим, нас тренирует иногда с Денисом. Вот, он говорит конкретно, где ты ошибаешься, допустим, в парной езде. Почему ты вот там отстаешь, да, вот, ну, из раза в раз, грубо говоря. Вот. И постоянно работать, но, наверное, сходу это невозможно, чтобы вот ты взял и поехал и начал заезжать на тумбу. Тебе в любом случае нужно время, я думаю, что минимум, наверное, года 2, наверное, нужно, чтобы вкатиться и в машину, и разобраться в машине, в этих тонких настройках, и потом уже можно претендовать на заезд на тумбочку. Вот. Тренер. Кто такой человек, который научит вас всему, что нужно? Скорее всего, это не один человек, а несколько, потому что в дрифте нет как таковой классической какой-то школы. Есть европейские какие-то предпочтения, есть японские, есть российские, которые в себе сочленяют несколько школ. И самый эффективный вариант быстрее стать лучше — это взять от каждого то, что у них лучше всего получается. Но для этого нужно погрузиться в тему и немножечко взять отступ назад и посмотреть, а почему это получается. То есть, условно говоря, начиная с того, как машина работает. Если просто купить команду механиков, 100 колес, все самые навороченные железки, не факт, что это поедет. Скорее даже наоборот, оно не поедет. Потому что те готовые решения, которые можно взять, они готовые, потому что они где-то работали в каких-то условиях. Но не всегда люди знают,
какие именно условия были соблюдены, чтобы они работают. И если вы их поставите на свою машину, то будут ли они работать? Это всегда загадка. Поэтому самый дешевый вариант – это научиться немножечко понимать физику того, как, в принципе, автомобиль движется и как он должен двигаться для того, чтобы машина двигалась правильно. И для этого есть интернет. Благо, вся информация доступна, если ее правильно искать. И самое главное тут не нарваться на какую-нибудь лжеинформацию, которая вас заведет куда-нибудь еще в самые дальние дебри. Если понять хотя бы, как работает шина, неважно, зимой или летом, как работает, в принципе, подвеска, что в ней меняется, в зависимости от того, сколько веса куда приходится, будет гораздо проще откреститься от представителей лженауки, которые могут вам на уши присесть и рассказать, что да, вот это вообще не работает, а вот это все топчик. А потом вы себе поставили полностью комплект подвески какой-нибудь, а она вдруг не работает, машина не рулится. Вы думаете, это я криворукий или все-таки железки не те? И, как правило, те пилоты, у которых опыта мало, им не с чем сравнить. И, соответственно, они долго не могут разобраться, ну, это реально у них что-то плохо с руками или с головой, или все-таки где-то они что-то недопоняли. Когда приходишь в эту дисциплину, не от чего оттолкнуться. И тут важно иметь контакт с людьми, которые уже в этой дисциплине опытные. Условно говоря, в зимнем чемпионате ВДБ очень просто подойти к какому-то крутому пилоту, к Диме Ермохину, к Жене Лосеву, попроситься хотя бы с ним прокатиться пассажиром. Это уже дает очень многое понять о том, что происходит с машиной, что она должна выдерживать, ну, вообще, на что должен быть похож ваш заезд. А если все идет хорошо, то, в принципе, и за рулем на их машине, скорее всего, можно будет прокатиться. Если вы адекватный человек, хорошо умеете общаться и показываете какой-то рост над собой, а самое главное, желание этого достигать. И сложность летнего дрифта по сравнению с зимним здесь как раз в том, что никто не готов дать вам свою машину, потому что ее, легко сломать, в принципе, у нее маленький ресурс, это очень дорого, потому что 2 покрышки по нынешним деньгам уже стоят там 20-30 тысяч. И это все очень сложно, но в тех редких моментах, когда удается такой экспириенс получить, его, конечно, обязательно нужно брать, потому что это сразу укорачивает ваш путь к достижению результата. Условно говоря, приехал потренироваться в одного, ну, что-то покатал, что-то поменял, что-то попробовал, но сравнить не с чем. И здесь мы приходим к следующему, что всегда должен быть какой-то ориентир. То есть, условно говоря, вы находитесь на определенной стадии, вам нужно куда-то дальше стремиться. А куда? Нужно понять, кто находится близко к вам, но уже на уровень выше, как, например, и по автомобилю, так и по пилотированию. И стараться смотреть за ним, что он делает такого, что у вас не получается, перенимать этот опыт и подниматься постепенно на этот уровень. Но дальше у вас должен быть такой некий недостижимый идеал, пока недостижимый, который делает что-то такое, что вы еще пока не поняли. И постепенно, когда вы переходите через эти стадии и знаете, куда дальше идти, вы быстрее сможете из себя достать те силы и возможности, чтобы стать лучше за короткий срок. Технически я бы, конечно, всем, кто преследует серьезные цели, рекомендовал начинать с зимней езды, потому что она сильно дешевле и, самое главное, она очень экономит время. Потому что за один день, представьте, можно, не стирая ни одного комплекта шин, можно искатать, там, я не знаю, 20, 30, 40 парных проездов. Это огромное количество опыта. А при этом, если вы выбираете какую-то гонку, где много сильных пилотов, вы, соответственно, за этот день можете многому научиться. Ну или хотя бы как понять, что многое вам еще неизвестно, и этим нужно заниматься. А если приходить в лето, то вступительный взнос настолько дорожает каждый год, что, условно говоря, сейчас ворваться человеку без опыта даже в локальную серию не так просто. Уже нужно понимать, как работает подвеска, как работает шина, нужно достаточно много денег на эти самые колеса, и вполне возможно, что вы их сотрете и ничего не поймете. Получается, это просто выкинутые деньги на ветер. Слушай, ты знаешь, я в Winter Drift Battle приехал, я сразу так пер на уровне, я хотел всегда победить Дамира Идиатуллина, тогда в те времена, там, в 2014-2015 году, а потом мне стало как бы абсолютно без разницы, я могу ехать и побеждать, в принципе, к любым соперникам, если я в балансе, я в настроении, я в духе, я выспавшийся, я отдохнувшийся, и куча нюансов, куча факторов. Просто сейчас, на сегодняшний день, возьмем там гонки, гонщик должен отдыхать, понимаешь? А у нас как происходит? Мы закончили лето, не успели оклематься, уже зима и опять лето. И так 6 лет. Я просто уставший. И специально в этом году выбрал для себя сезон отдыха такой сбалансированный. То есть я вообще без напряга еду гонку, без напряга тренируюсь.
То есть я не ставил себе задач там таких. То есть как бы в целом, если ты приехал на победу здесь, то нужно быть в сноровке, в форме, сон и так далее. Как бы все должно в целом в совокупности работает все. Фактор как бы работает. А в основном как бы самая важная причина победы — это голова. Вот сюда вы едете все, что на тренировке, что из раза в раз едете, потому что туда удобно ехать от того, что у вас здесь проблема. Я вам рекомендации свои даю. Облизываем всю шпильку полностью. Отсюда все это отлично едет. Парни, вот здесь большая проблема у многих случается, вот в этом участке тоже рекомендация вам. Здесь нужно проходить, и в этом участке нужно еще добавить угла, чтобы не улететь в этот снег, понимаете? И тогда машина спокойно под газом проезжает на контроле. Потом вы спрашиваете, что-то мне баллов мало, что я к валу не пошел. Так ты не сделал ничего для того, чтобы к валу пройти. Не забывайте, вы на крутой машине, у вас крутая команда, у вас чудесный, самый лучший комбинезон с каким-нибудь суперпринтом, вы очень хорошо выглядите, но вы выехали на старт и заочковали. И с этим непонятно, как бороться на самом деле, потому что я свой-то пример знаю, я его могу рассказать. Я просто выезжаю и говорю сам себе, сопернику, сейчас тебе жопа, все, я все про тебя знаю, все тебя видел, сидел на трибуне, знаю, как ты едешь. Это я вот проговариваю просто себе, представляю это, визуализирую. Я помню, как он едет, думаю, сейчас сюда, ему показываю, и он это понимает тоже, что ему сейчас так, и все нормально складывается. Главное потом успеть все сделать. Вот. Но я знаю многих ребят, которые не могут настроиться перед заездом, и, скорее всего, у них тоже есть какая-то вот ментальная составляющая, которую нужно просто прорабатывать. А прорабатывать ее нужно самому. Нужно просто разозлиться, знать, что ты самый лучший, быть уверенным в себе. И, наверное, в дрифте вот эта вот самоуверенность, вот эта какая-то мужицкость такая пробивная, когда ты просто... Вот я вот, допустим, нездоровый, да, я вот побить никого не могу руками. А зато я в дрифте могу многих побить. И то есть меня это тоже очень сильно мотивирует. Я такой, да ты там, лось стоит на старте, ща лося побью. То есть понятно, что если он выйдет из машины, этого не случится. Но пока он в машине и пока я в машине, мы можем с ним разобраться. Поэтому я думаю, что вот на это нужно уповать, быть просто крутаном и говорить, я тут самый главный тигр на районе, а вам всем жопа. Ну, как бы я уже проехал множество гонок, я уже себя никак не настраиваю. Я просто вот еду в одном балансе. И все. У меня уже... Это работа, понимаешь, то есть это не хобби, а я уже на работе, понимаешь, то есть гонка для меня работа, я гонщик, это основное правило. И я уже с большим опытом, с большим результатом, множество гонок, оно уже как бы просто, ну как бы, само собой. Конечно, какой-то там настрой имеется, но в целом я уже в балансе максимальном изначально. Мы всегда смотрели как бы за Гочей, за Цареградцевым и так далее. Но потом, когда мы начали понимать, что машина работает, как бы, ну, в целом, и она работает индивидуально каждая, и индивидуально по моим настройкам. Сейчас я, короче, сильно тонко ощущаю автомобиль, причем каждый, в который я сажусь, ребятам подсказываю, это сделать, это сделать, это сделать, это сделать. То есть в автомобиль, то есть мне хватает 2 кругов проехать, я могу, в принципе, примерно сказать, это здесь добавь, здесь самодета поменяй, здесь пружину, здесь жопу подними, здесь сошки сделай, здесь так. То есть автомобиль в целом мне очень понятно, очень информативно, мне, ну, привычка долгая как бы не нужна, она мне не надо биться. То есть как бы я в целом, не знаю, Богом дано, сильно быстро читаю по нотам. Тут же как в музыке, понимаешь, можно же сыграть быстро, но играй медленно, а потом сыграешь быстро. Тут слух очень важен. Я думаю, что все-таки вот эта совокупность тренировок и уверенность в автомобиле, она дает тебе спокойствие, спокойствие в заездах. То есть ты не ошибаешься из-за того, что ты начинаешь нервничать. Вот, ты ведешь себя спокойно, уверенно, делаешь разгон, там, неважно, с кем ты встаешь на старт, там, Женей Лосем или еще с кем-либо. Дрифт не очень объективная дисциплина, и здесь с этим приходится всем мириться. Потому что нет никаких циферок и буквок, которые бы могли определить, кто лучше, а кто хуже. Это все впечатление. Впечатление — это значит, несколько человек смотрят на ваш заезд, каждый по-своему. И, возможно, их мнение может не сходиться с вашим.
Здесь встает важный вопрос. Вы хотите покататься и доказать свою правоту, или вы хотите победить в каком-то конкретном соревновании? И если вы на это соревнование приехали, мне кажется, что нужно в первую очередь понять, кто эти судьи, какой у них бэкграунд, как они смотрят на заезд, как они смотрят на автомобиль, что они любят, что они нет, и понять, подходит это вашему стилю или нет. Можете ли вы адаптироваться? Если да, то в каких рамках? Потому что часто бывает такая ситуация, что человек уверен, что он проехал обалденно, но судьи его где-то засудили. Так вот, встает вопрос, а он перед этим спрашивал у судьи, а если я сделаю так, мне за это что-то будет или нет? И тут важно найти взаимопонимание, это ничего такого, ты подошел к судье и конкретные вопросы можешь задать, так ехать или так ехать, и смотришь уже по ситуации, удобно тебе так делать, или ты готов пойти на компромисс и рискнуть. Тем более, что на трассе есть места, которые не просматриваются, особенно зимой, когда нет супер обалденной трансляции, телеметрии и всего прочего. И, грубо говоря, если вы накосячили чуть-чуть в каком-то месте, где никто не видит, да ну и бог с ним. Но если вы понимаете, что это место, куда судьи смотрят прямиком, вживую, ну там-то уж надо выложиться. И если ваш косячок, даже самый маленький, там будет замечен, вы, возможно, проиграете. Хотя вам кажется, что вы проехали лучше своего оппонента. И с этим надо как-то жить. Что там показывают? Тебя еще нет. Меня еще нет? Нет. Можешь посмотреть? Да не, я смотрю, я слушаю. У меня здесь вот есть звук. Слушай, ну Дуралекс, я вообще не пойму, Седлекс. как они Закон ставят, слов, но он потому что закон. такие- Так это этим вообще не занимайся. Анализом не занимайся Надо просто оценок. ехать и всё, Да. Просто что сказали, то делай. Все, анализом оценок не занимайся. Это дело такое не особо эффективное. Ну ладно, давай, удачи. Но нельзя перешагнуть вот эту грань самоуверенности, потому что если ты приехал на уверенном, самая лучшая тачка, соперник ни о чем, я тут, короче, батя, вы себя переоцениваете, скорее всего. На расслабленном поедете, споткнетесь об его какую-нибудь кривенькую, реально кривенькую перекладку, правильно не отработаете, словите зацепчика или еще что-то. Не будете стараться, потому что расслабились. Немножко очковать вот этого соперника, который рядом стоит, все равно нужно. Это даст всплеск необходимый адреналина, то есть у вас глаза вот так откроются, моргать перестанут на все время заезда. И вы точно все сделаете правильно. Будете на расслабоне выезжать на самоуверенном, как вафля, большой вариант проиграть, даже имея, казалось бы, весь необходимый набор инструментов. А у меня был случай, когда у меня сломался РБ в очередной раз в 2013 году мой. И я сел на Лаурель. Абсолютно стандартный, 280 сил у него стоял первый Twin Turbo GZ, обычная коробка, маленький выворот и 17-е колеса. И я понимал, что я ни с кем тогда не справлюсь, потому что все уже ребята были достаточно мощные, то есть у топчиков было по 500 сил. И я тогда был настолько, вот у меня было желание ни от кого не отстать, что я так давил газ, что реально ни от кого не отстал, у всех провисел в двери и занял первое место на этапе, на этом Лауреле, и сам до сих пор в это не верю, что это случилось. Вот, поэтому всегда закладывайте вариант на ошибку, помните о ней, и чтобы она вас мотивировала сделать все хорошо. Вот у меня были такие этапы, когда, допустим, я перед самим этапом мало потренировался, не разобрался с давлением, да, там, какое лучше выставить. То есть ты можешь вообще мимо попасть по давлению, вот, по балансу машины ты можешь тоже не поработать над этим. И, то есть ты выезжаешь на старт, знаешь, и вообще не понимаешь, что сейчас вообще будет происходить. То есть ты просто не подготовился к этапу, и тебе с большой вероятностью просто не повезет и не получится тебе проехать, наверное, хорошо. То есть что-то пойдет с большей вероятностью не по плану. Вот, и, наверное, так ты либо в топ-32 вылетишь в первом своем парном съезде, либо где-то, если тебе повезет, ты пройдешь, но обязательно ты в топ-16 или в топ-8 уже дальше не пройдешь. Настрой на заезд. Чтобы победить, нужно для начала убедить себя в том, что вы к победе готовы. Для этого нужна подготовка. Соответственно, уверенно делать то, что вы уже можете. Вы примерно понимаете, каков ваш соперник. За ним нужно наблюдать либо самостоятельно, либо, если у вас есть в команде помощник, споттер, то загружать его, снимать видео, анализировать. Это упрощает дальнейшую жизнь элементарно. Если эти компетенции у вас уже есть, то, в принципе, этого достаточно для того, чтобы победить. Но здесь нужно верить в себя. То, что да, я
могу это сделать. Да, я его могу победить, потому что, и обосновывайте себя. Я лучше ставлюсь, у меня стабильнее угол, я могу там-то ближе подъехать. А он то-то, то-то хорошо делает, а то-то, то неплохо. Вот на этом я его и съем. Это хороший, правильный заряд на заезд. Он не слишком расслабляющий, да, то есть вы не можете просто на релаксе выехать и проехать. Так часто проигрывают, потому что в таком состоянии мозг работает медленно. И в то же время это не супер стресс, когда вы выезжаете в топ-32 с Евгением Лосевым. Вот, он к вам подходит, по плечу хлопает, говорит: ну что, хлопец, нормально поедем, все хорошо будет. Меня все время удивляло, вот он это кому говорит и зачем? Хорошо будет у кого? Ну, в данном случае явно не у того, с кем он едет. И это стрессовая ситуация, которую тоже некоторые пилоты могут использовать в свою пользу, которая загоняет ваш мозг в какой-то агрессивный режим, в котором функционировать эффективно уже получается невозможно. Фарт или удача в дрифте. Фактор, который часто возникает, когда какой-то неожиданный человек прорывается в высокую стадию или там забирается на подиум. Мы таких примеров видели даже недавно, уже несколько. Это фактор, на который никогда нельзя рассчитывать, но его нужно иметь обязательно в виду. И я считаю, что фарт можно добавить уже к очень хорошему подготовленному пакету. Условно говоря, на 80% ты готов сам, а 20% это вот тот самый случай, который тебе сыграет либо в пользу, либо в минус. Но если ты совсем без подготовки, то на одном фарте далеко не уедешь. Настало мое время. Вот и поборолись. Ну, самая яркая для меня победа была это в Японии, конечно же, когда мы ехали с Гочи, мы 2 раза в 2 дня подряд встречались с ним топ-4. Все разы я выиграл через One More Time, через жесткое Рубилова. И тогда на глазах у всех отцов Цучия там сидит, все японцы, все самые крутаны, Кавабата, Сайта, Фудзина, все смотрят на это. И комментатор говорит: это лучшее шоу дня. Вот ради этого стоит жить. Победа ВДБ также сидит в твоей голове. Мой дрифт начался с сибирского квартета, с команды. Эта команда была создана Евгением Лосевым. Так сказать, он и привел меня, грубо говоря, к победе. Он мне был как отец, и у меня до конца это сидело в голове, и я думал, что как мне перебороть отца, вот скажите. Папе можете перечить или нет? И пока я не выбросил это из головы, пока я не начал свою новую историю в другой команде и в своей голове, у меня это не получалось, но со временем мои нервы, моя уверенность стала более сильной, и я сделал то, что сделал. Ну, и стал побеждать Евгения Лосева. И начал побеждать всех, а не только Евгения Лосева. Японцев сильно хотелось победить, конечно, мне. В целом, короче, я попадал на Цицуя Хибина, это мой любимый пилот, наверное, самый любимый. Он очень техничный, у них стиль схожий с Дамиром Идиатуллиным, как они рулем работают, педалями и так далее, резкость и вращение автомобиля такое правильное. И мне удалось Хибину победить дважды. То есть, когда мы ехали Япония против России, и когда я приезжал на чемпионат D1, мне тоже удалось его выиграть. Для меня это гордость, большая гордость. И когда я с японцами, конечно, выиграл квалу танца, да, у них называется соревнование, ну, я, конечно, был в шоке, что мне все-таки удалось. Значит, мы на правильном пути, мы растем, мы правильно вращаем автомобиль и стараемся ехать без коррекции. Это очень важно. Дрифт к этому идет. Самая, наверное, долгожданная победа была вот как раз-таки на прошлом этапе, потому что 2,5 года я в зимнем дрифте вообще не заезжал на тумбу. Вот. 1 год я пропустил, 2-й год я приехал, уже потеряв какой-то опыт, который все получили, получается, тоже никуда не приехал, плюс еще машина была не совсем подходящая. Вот. Ну а в этом году, хотя тоже мне дали машину, да, уже более-менее типа готовую, но с ней проще было работать, потому что она ну, более-менее заводская, как бы отталкиваться от этого проще, конечно. Вот. И наконец-то вот в 3-м сезоне получилось заехать на 2-е место, и я понял, что я не совсем олень, грубо говоря. Вот. И можно двигаться дальше и побеждать. Вот. А если вообще в карьере?
А если, ну, нет, это, наверное, самая, наверное, долгожданная победа, потому что плюс-минус в каждом летнем сезоне я заезжаю на тумбу, вот. То есть это для тебя получается полегче? Летом полегче, да, летом мне легче ехать, чем зимой. Команда – это очень важный фактор, который может либо помочь в вашей карьере, либо устроить какие-то сложности. Важно, чтобы вокруг вас были люди, которые вас уважают, не которые работают за деньги. Потому что те люди, которые работают за деньги, они при первых же каких-то сложностях могут тебе сказать: слушай, братан, ну не чинится, ну извини, ты там вот кулак погнул, а что я тебе с кулаком сделал? Ну ничего не сделаешь, ну вот там запасного, например, нету и так далее. И все, и ты проиграл. А человек, который работает на энтузиазме, дополненном какой-то финансовой составляющей, потому что только на энтузиазме тоже далеко не уедешь. Вот он может постараться, и он может сделать невозможное, хотя даже вы, допустим, уже бросили бороться, но такие люди могут вытаскивать ситуацию. И как раз те команды, которые мы видим, грубо говоря, в пелетоне наиболее успешные, они построены именно по такому принципу. Там все люди имеют определенную, опять же, компетенцию, каждый что-то делает лучше, чем другой. И вот этих направлений несколько, их собрали вместе, зарядили определенным оптимизмом, дали им каких-то денег комфортных, чтобы они не переживали, что им есть и что им делать в жизни, и тогда они готовы отдаваться. И плюс к этому уважение к пилоту, за которого они борются. Все люди вокруг вас, каждый механик, споттер, менеджер, водитель, они все должны хотеть победы больше, чем вы сами. Это, может быть, звучит немножко странновато, но это на самом деле так, потому что пилот во время гонки настолько загружен всяческой информацией, всякими нюансами, которые влияют на заезды, что ему просто некогда думать о каких-то других вещах, и здесь нужна уверенная поддержка, которая в любой момент может подстраховать, подумать наперед и сделать так, что результат как будто бы сам приходит, и самые неожиданные вещи и сложности как-то разрешаются. Яркий пример отсутствие команды, но при этом хороший результат, это наш Эдик Гурский. Вот он чисто вывозит на своих скиллах. У него очень простая машина, она вся какая-то кривоватенькая, все в ней дребезжит, но она в целом функцию свою выполняет. Но поскольку у Эдика нет помощников, он все делает сам, то и машина у него настроена средняя, то есть она не может делать каких-то вещей, но он настолько тонко чувствует, что она может делать, а что нет. И этим качественно пользоваться, что это позволяет ему достигать успеха. Но даже он понимает, что предел этих возможностей, он уже близок, и все равно какие-то помощники нужны. И чем сильнее соревнования, чем сложнее техника, тем, соответственно, этот фактор влияет сильнее. Вот летом без сильной команды вообще, на мой взгляд, делать нечего. Для успеха нужны сильные люди вокруг вас и один уверенный и сильный внутри. Вкус победы. Пойду отведу его тоже. Вкус победы. А я на следующий этап потянусь. Придется подклепать. Ласточку погнул. Ну налив, блин, ну налив, держись. Вот фартануло те, что я ушел. Как щенка вот. Давай, я готов. Медленный в чемпионате. Ты знаешь, победа в Winter Drift Battle, она очень сложна. То есть тут как повезет выиграть в GP. Много мощных пилотов, и, конечно, лето это интереснее, ты больше отдаешься этому, серьезнее настраиваешься, серьезнее подготовка машины и все такое. Конечно, GP. GP это сила, это круто. На самом деле, что сделал Дмитрий Добровольский, это, наверное, невероятные какие-то вещи, которые, идут семимильными шагами вверх, и они развиваются очень быстро. И за этим и зимний дрифт развивается, понимаешь. Но Winter Drift Battle не в тапки срать, так скажу. Вот эти все мои скоростные постановки, и очень точно, если ты посмотришь мою телеметрию, да, она очень такая ровная, максимально, она реально отличается. Что это? Это, результаты Winter Drift Battle, понимаешь? Это результаты льда, это чувство автомобиля и так далее, понимаешь? Гонщиков же Формулы-1 заставляют ездить там в каких-то зимних чемпионатах, дождевых, ледовых, там, ралли-кросс или еще что-то такое, потому что это сильно, очень сильно развивает моторику и чувство автомобиля.
зимой реально сложнее. А вот первый свой сезон, я сейчас вспоминаю, я приехал, и я вообще даже не переживал. То есть я приехал, я был на голову выше по темпу, по... не знаю насчет скилла, как бы, но по темпу точно был выше. И просто сходу на первое место заехал просто. И вообще даже... Это, не знаю, даже сложно все вспомнить, но это было супер просто как-то, ну, вот сейчас я вспоминаю. Смотри, чтобы достичь результата в дрифте в том или ином, нужно пройти вот через этот вот баланс, через это болото. Машина идеальной не может быть, иначе ты не вырастешь, понимаешь? То есть машина должна плохо ехать, помогать там. И самое главное, что пожелаю молодым пилотам, молодые пилоты, многие приезжают там в GP или еще какие-то серии за славой. Но когда слава идет вперед умения, оно, как правило, спотыкается, и пилот замедляет свой рост очень сильно, понимаешь? То есть он там считает, что его там засудили, там, или еще какие-то вопросы у него появляются, там, балла ему мало дали, то есть он считает, но он видит это так. Но самое главное, не стремиться за славой, а стремиться нужно за умением. До встречи, друзья мои. Ну что ж, довольно много интересного материала удалось собрать по самой важной теме. Как же достичь успеха, как же победить, как стать первым и кайфовать от собственного результата. Я специально постарался собрать достаточно разных спикеров, потому что все люди передают свою мысль по-разному. Но однозначно все эти люди весьма уважаемые в этом деле, да и в целом ребята неплохие. Поэтому к их словам нужно отнестись с достаточной долей внимательности. И, возможно, даже что-то законспектировать, пересмотреть, подумать, как-то обсудить это наедине с собой, постараться привести к своим знаменателям. Тогда от них 100% будет большой эффект. Лично я для себя подчеркнул огромное количество новых нюансов в том деле, в котором уже вроде как начал разбираться, какие-то вещи уже знал. Но когда это слышишь, облеченные в другие слова, как-то с другими эмоциями, возникает больше интересных картинок в голове, и твоя картинка мира внутри, она становится ярче, становится сочнее. И это как раз и позволяет достигать результата быстрее. Используйте эти знания, вникайте в них, становитесь лучше и побеждайте.